Друзья, всем огромнейший привет, с вами Лада, и в этом видео будем делать цветные газетные трубочки, а именно будем красить трубочки колерами и акриловой краской во всякие разные цвета. Я покажу, как я это делаю. Многие мне часто задают вопросы по этой теме, и у меня на канале до этого времени не было такого видео, я решила его снять, чтобы вопросов было меньше, ну и все-таки в видео можно больше рассказать всяких нюансов, всяких секретиков, как приготовить тот или иной раствор, что туда можно положить, что лучше не класть и так далее. Это видео, я думаю, что очень подойдет хорошо для начинающих в плетении из газет. И также хочу сказать, что это первая часть видео. Вторая часть видео выйдет уже в этот четверг, где я буду рассказывать, как делать белые газетные трубочки, то есть как трубочки красить в белый цвет, какую краску брать и, опять же, какой раствор делать. Так что, если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. Что для этого нужно? Полный список материалов я обязательно оставлю в описании под видео, так что заглядывайте туда. Но скажу сразу, что нам понадобятся газетные трубочки. У меня это вот такие вот трубочки из светлой белой газетной бумаги. Дальше нам понадобится колера, раз уж мы сегодня будем ими красить. И еще нам понадобится акриловая краска. Я также покажу, как раствор сделать из нее для покраски газетных трубочек. Я, кстати, беру и такую акриловую краску, и у меня еще есть вот такая вот дешевенькая художественная акриловая краска в таких вот наборах. Любая подойдет абсолютно, я и той красила, и в принципе хорошо. А дальше обязательно нам понадобится лак. Вот у меня он в таком контейнере вылет специально, я как-то рассказывала, для чего это все делаю я, ну, чтобы было удобнее. Значит, лак берете акриловый, тем, которым вы покрываете ваши плетеные изделия уже в завершающем этапе. Вот на этом этапе при покраске трубочек нам он тоже пригодится. Дальше пару слов скажу об одном еще ингредиенте, это вот такой вот грунт универсальный. Я его покупала специально для покраски трубочек в свое время, когда еще только начинала, вот очень много-много лет назад я его купила, и я добавляла его в состав. Я чуть позже расскажу, для чего я добавляла. Сейчас я не особо добавляю, мне не особо нравится эффект вот с этим грунтом, но тоже опять же потом расскажу. Вот, вода понадобится, дальше перчатки обязательно, вот такие вот стаканчики для растворов. Ну, например, если вы делаете сразу несколько растворов, то в один красный, да, делаете там зеленый и так далее. Тоже несколько может потребоваться кисточки и что-то такое, чем вы будете размешивать раствор. Ну давайте же приступим к практике. Итак, готовим первый раствор. У меня уже есть стаканчик, и я возьму колер цвета изумруд. Как мне кажется, на нем лучше всего будет виден результат покраски трубочек. И сейчас будем делать раствор сам непосредственно. Значит, возьмем колер, немного его взболтаем, чтобы пигмент у нас размешался. И значит, на 100 мл воды я беру половину чайной ложки колера. Так. Итак, пол чайной ложечки колера сюда я вылила, и сюда же я выливаю 100 мл воды. Теперь я это все размешиваю. У меня для этого есть вот такая специальная вилочка. Шучу, конечно. Вилочка одноразовая, не специальная. В общем-то, вы можете размешивать всем чем угодно. Только знайте, что колер очень хорошо красится и красит вещи, поэтому у меня руки все защищены, и тем, что вы будете размешивать, тоже желательно то брать, что вам не жалко. Ну вот, на самом деле на вилке даже я уже вижу, какого оттенка получается раствор. Если вы хотите менее насыщенный цвет, то тогда добавляйте не половину чайной ложки, а еще меньше, то есть половину этой половины. Грубо говоря, 1/4 чайной ложки колера. Либо же 1/3.
Ну, там опять же поэкспериментируйте, посмотрите. Так, ну вот я более-менее размешала все. Сейчас я добавляю сюда следующий ингредиент. Это акриловый лак. Тот самый, которым я крашу плетеные изделия уже на завершающем этапе. Он у меня вот в таком контейнере находится для удобства. А для чего я его сюда добавляю? Для того, чтобы трубочки уже после окрашивания, после высыхания не красили руки. То есть, если сюда не добавить лака хоть немножко, то трубочки будут очень сильно красить руки, и это, к сожалению, будет не очень удобно. А еще, если учитывая, что плетем можем мы плести в несколько цветов, то есть и те трубочки другого цвета тоже будут окрашиваться вот в наш зеленый цвет, что, конечно, мы и не хотим. Поэтому добавляем сюда немного акрилового лака. Значит, на 100 мл воды я добавляю где-то 1 чайную ложку лака. Все это тщательно размешиваю. Трубочки при этом не становятся жестче, нет, они остаются такими же. Может быть, немного бархатистость такая у них появляется. Ну, в общем-то, плести из них одно удовольствие, и ничего страшного такого не выходит. В этот раствор я раньше добавляла вот этот вот грунт универсальный, совсем чуть-чуть. А для чего? На самом деле грунт универсальный добавляется вот в эти красящие растворы для того, чтобы, ну, во-первых, цвет распределялся при покраске трубочки равномерно, то есть не было каких-либо таких где-то больше цвета, где-то меньше цвета. Ну и во-вторых, для того, чтобы расход вот этого самого раствора не увеличивался слишком сильно. То есть так как впитываемость при добавлении грунта немного уменьшается, то и, конечно, этим раствором вы можете покрасить чуть большее количество трубочек. Ну, например, вот на 100 мл этим раствором я могу покрасить где-то, ну, трубочек 80. Если я добавлю сюда грунт этот, то я могу покрасить трубочек 90. Ну, это я, грубо говоря, конечно, я на самом деле не засекала, сколько у меня уходит окрашенных трубочек на 100 мл раствора. Вот такой вот раствор получился. Сюда я не добавляю грунт, потому что я заметила, что вот эти вот места, где мы склеиваем трубочки клеем ПВА, при добавлении в этот раствор грунта они просто не прокрашиваются, и мне это не особо понравилось. Поэтому колер, вода и акриловый лак, вот из чего состоит вот этот раствор. Давайте посмотрим на цвет, который получается. Для этого просто опускаем трубочку и вынимаем. Смотрим. Зеленый цвет такой интересный. Он, конечно, при высыхании будет более-менее чуть-чуть поярче, ну а при покрытии лаком он будет очень яркий цвет иметь. Вот смотрите, непрокрасов практически нет. Вот, меня этот цвет устраивает, поэтому я сейчас буду продолжать этим цветом красить трубочки. Еще раз скажу, цвет очень насыщенный, поэтому если вы хотите не насыщенный или менее насыщенный цвет, то колера добавляйте чуть-чуть поменьше. Да, еще, значит, тут дело такое. Сейчас я буду красить и рассказывать. Для покраски этим раствором трубочек можно взять любую кисточку, но я беру вот такие вот строительные из щетины, потому что, как мне кажется, этими кисточками удобнее всего красить трубочки. Так, мне кто-то писал, что на подносе удобнее всего это делать. Такой цветочные подносы продаются, но, к сожалению, пока у меня не дошли руки купить его, приобрести, поэтому я крашу трубочки своим старым методом, способом. Вот, все они прокрашиваются очень хорошо. Ну, это я так для видео, конечно, медленно крашу. На самом деле красятся они у меня достаточно быстро. Вот. Вот таким образом они у меня окрашиваются. Ну и сейчас я оставляю сушиться и рассказываю вам про второй раствор уже про покраску трубочек акриловыми красками. А сейчас я подготовлю второй раствор для окрашивания, взяв за основу акриловую краску. Она у меня вот такая вот в тюбиках.
взяла яркий насыщенный цвет красный. Пропорции для этого раствора практически идентичны, но акриловая краска чуть-чуть поярче, поэтому на 100 мл воды я беру где-то 1/3 чайной ложки. Хотя, опять же, конечно, все по насыщенности цвета. Если я вижу, что для меня такой цвет менее насыщен, то я добавляю краски. Значит, 1/3 чайной ложки и 100 мл воды. Так, все перемешиваю. Акриловая краска ну, не очень хорошо перемешивается, то есть нужно чуть-чуть побольше усилий сделать. Можно перемешивать кисточкой, конечно, кисточка удобнее, но у меня уже вилка под рукой была, так что взяла ее. Ну и опять же на вилке я смотрю, да, оттеночек какой у меня получается. То есть смотрите, я взяла 1/3 чайной ложки, даже меньше колера, и у меня уже очень хороший насыщенный цвет получился. Так что тоже смотрите, она более яркая, чем колер, имейте это в виду. Раньше я в этот раствор также добавляла грунт универсальный, строительный, но в последнее время не стала это делать, потому что непрокрасы опять же были, поэтому я не добавляю сейчас грунт. И в принципе я и лак-то не особо тоже добавляю, но можно, конечно, добавить акриловый лак, потому что я заметила, что все-таки некоторые цвета у трубочек, они окрашиваются после высыхания, поэтому акриловый лак я сюда добавляю, ну, совсем чуть-чуть, то есть 1/4 чайной ложки на 100 мл воды хватит. Опять же, как я уже сказала, трубочки жесткими не становятся, поэтому ничего страшного в добавлении лака здесь абсолютно нет. Так, ну, вроде я очень хорошо все размешала. Даже лучше, чем обычно. Сейчас будем смотреть по насыщенности цвета. Я беру трубочку и опускаю. Ну, цвет такой получился чуть-чуть поменее менее насыщенный. Такой розоватый. Можно, конечно, добавить еще акриловой краски. Но, в принципе, меня этот цвет устраивает. Вот, если для вас такой цвет уж очень бледный, то можно добавить еще. И давайте я так и сделаю. То есть я добавляла 1/3 чайной ложки и еще добавлю, чтобы у меня получилось половина чайной ложки. То есть получается, что сейчас у меня здесь в этом растворе половина чайной ложки акриловой краски. Давайте посмотрим, какой цвет будет при таких пропорциях. Ну, как я уже сказала, при высыхании трубочки становятся чуть-чуть поярче. Сейчас они такие мокрые, они очень впитали хорошо влагу, цвет. Поэтому выглядят вот таким вот образом. Так, все размешали. Сейчас берем трубочку, вторую, и смотрим по ней, какой цвет получился. Ну, чуть-чуть цвет поярче получается. Значит, не смотрите вот на вот эти вот, как сказать, не прокрасы, да, которые видны как-то на камеру, непонятно, да, на камеру видны, но в реальности этого нет. Вот как-то камера очень хорошо, я даже не знаю, передает какой-то такой цвет непонятный. Вот, мне вот этот цвет уже больше всех нравится. То есть это изначальные наши пропорции были, где 1/3 краски я взяла, сейчас половина. Ну вот смотрите, да. В принципе, мне цвет вот этот нравится, поэтому я сейчас буду красить трубочки именно вот этим раствором, который у меня получился. И немножко слов я хочу сказать про кисточки. Я специально покупала для этих целей вот такую вот кисточку, это специально для акриловых красок. Но мне она, если честно, не нравится, потому что она очень сильно дерет саму бумагу, и трубочки получаются такие какие-то взъерошенные, что ли. То есть она очень хорошо отмывается от краски. Для этого эти кисточки и сделаны. У них ворс специально, чтобы они хорошо отмывались от акриловых красок.
но газетные трубочки от этого становятся какими-то махровыми. Поэтому, ну вот я так для примера покрасила. На камеру, конечно, не видно, но я уже вижу, что ворс у нее жестковат получается. Так, ну вот что у меня получается с раствором с акриловой краской. Есть тут небольшие непрокрасы, то есть те, на которых были капельки клея, к сожалению. Вот, но при высыхании все равно это распределяется более-менее равномерно, поэтому вот в реальности на самом деле это все не так заметно, как, например, на камеру. Друзья, в этом видео я красила белые светлые газетные трубочки, то есть те, которые не имеют газетного принта. И сейчас хочу показать те трубочки уже с газетным принтом, которые я окрашивала этими растворами. Например, вот эти вот зеленые, их красила я колером цвета изумруд. Получился такой насыщенный цвет, но газетный принт при этом не закрасился совсем, то есть видны надписи какие-то. А, кстати, они совсем не красят руки, то есть то, про что я говорила, про добавление акрилового лака. Вот, то есть если вы его добавляете, то эти трубочки совсем не будут красить ваши ручки. А эти газетные трубочки у меня окрашены синей акриловой краской. Вот, они также, видите, такие получились с газетным принтом, то есть он у меня не закрасился. Руки, кстати, они также не красят. Вот, еще хочу показать те трубочки. Вот у меня остатки были такого персикового цвета. На самом деле это не персик, не оттенок персика, а это взят колер оттенка алый. Вот, но при таких пропорциях, которых я сегодня показывала, этот цвет был менее всего насыщенный. Вот, и получился такой персиковый цвет, тоже очень такой симпатичный, но если нужно его брать в более насыщенном варианте, то тогда нужно брать не 1 чайную ложку этого колера, а скорее всего 2, если хотим получить вот такой вот алый, прямо красный цвет. Вот, так что, конечно, нужно экспериментировать обязательно, то есть вы развели раствор, обязательно трубочку опустили, посмотрели, устраивает вас этот оттенок или не устраивает. Ну, вот такое вот видео получилось. Вторая его часть будет в четверг, так что не пропустите. И я надеюсь, что оно вам оказалось полезным. Если это так, то обязательно ставьте большие пальчики вверх. Вы меня этим вдохновляете на новые видео. Подписывайтесь на мой канал. И я вам всем желаю отличного настроения, вдохновения и увидимся очень скоро. Пока-пока!